Привет. Совсем недавно я, попивая чаек, задумался, какая из игр о Человеке-пауке может вообще называться лучшей на момент выхода и на момент 2020 года. Я пытался быть объективным перед самим собой и сделал вывод, что лучшей игрой про Человека-паука, в которой мне довелось поиграть, была консольная версия Spider-Man 2 2004 года выпуска. Казалось бы, чем эта незаурядная игра с устаревшей графикой может вас вообще удивить? Присаживайся поудобнее. Сейчас я попробую рассказать тебе о том, почему Человек-паук 2 это лучшая игра про Человека-паука трилогии Рэйми. Ну а кто может рассказать о втором фильме Рэйми лучше, чем человек, видевший этот фильм десятки раз на разных языках? Борис, вам слово. Итак, в 2004 году на экраны вышел сиквел Человека-паука Сэма Рэйми. Фильм в народе полюбили, он забрал несколько Оскаров за визуальные эффекты. И как уже было заведено, к таким популярным проектам частенько готовили игру, которая либо повторяла действия фильма, либо дополняла, а может даже предлагала свою историю. И разработчики из Treyarch решили пойти, наверное, по самому интересному пути. Плели несколько событий из фильма в игру, накинули несколько сюжетных линий со злодеями, которых планировали добавлять в фильмы, и игра отправилась в тираж. И у вас мог возникнуть вполне резонный вопрос ко мне, типа: Борис, а зачем ты нам вообще рассказываешь про игру 16-летней давности, которая, как ты уже сказал, считается шедевром? Да дело в том, что в 2004 году в нашей замечательной стране большинство людей сидели на первый PlayStation. Это еще если вам дико повезло. Чаще всего родители покупали компьютер в семью, накатывали туда ПК-версию Spider-Man 2, и люди играли в это. Да и к тому же те счастливчики, у которых был GameCube или же вторая плойка, вряд ли могли полноценно насладиться игрой, ведь она была на английском языке. И так получается, что консольный паук во второму фильму прошел мимо целевой аудитории в России. Да и что говорить, если по сей день не все паука-фаны смогли поиграть в этот шедевр. Потому что брать старую консольку дело такое. А если колхозить с эмуляторами, то, во-первых, это очень геморно, во-вторых, это очень требовательно к железу. И так получается, что хоть игре и 16 лет, но люди до сих пор не особо понимают, как там, что и вообще зачем оно, если можно взять четвертую плойку и поиграть в Паука 18 года. Спасибо. Игру я, кстати, проходил очень много раз. Примерно один. И серьезно, и уже с первого прохождения мне стало ясно, что, наверное, ничего интереснее по Пауку на данный момент не выходило. Если коротко по сюжету, то игра стартует с интро, где камера берет красивейший ракурс, облетая весь Манхэттен, подобно первому Максу Пейну. На фоне Тобик затирает за жизнь Тагас и Кавказ, после чего стартует обучение. В городе, как обычно, куча чертей наводит суету, 1001 злодей, паркур учится в шараге у Конверса, куда будет перелетать от силы раза 3 за игру. Затем, как по фильму, у Дока Ока происходит конфуз. Октавыч летает с катух и грабит банки, чтобы собрать денег на строительство, ну, вот этого. По боту мы разбираем с кучкой другой суперзлодеев и помогаем мирным жителям, которые любят висеть на крышах зданий и терять воздушные шарики. Разве что по-прежнему нельзя переводить бабушек через дорогу и ломать детям кость, но это мелочи. Ведь впервые в играх про Человека-паука появились погони за автомобилями, стоящие на улицах бандиты, засада от мирных жителей, спасение утопающих. Нет, не дело рук самих утопающих. И мое любимое – доставка пиццы. В финальной же миссии мы, как ни странно, должны разобраться с Октавычем. И я бы хотел сказать, что здесь это было сделано достаточно просто, если бы я не выпустил вот этот вот ролик, который сейчас был справа сверху по подсказочке. Да ты заглядишь! Сука, ну у меня нервов не хватает. Не торопись по нему переходить, он еще в конце ролика всплывет. Даже после игры в Паука на PS4, где летать безусловно приятно, после игры в третьего Паука, где лучшая физика полетов, после игры в Wash, где лучшая динамика раскачивания в этой игре ощущаются иначе. Самое классное в полетах это, наверное, физика. Вы, как и в любой другой игре про Человека-паука с открытым миром, летаете на паутине, раскачиваясь по маятнику. Но здесь вы, как и в третьем Пауке, должны самостоятельно ускоряться в нужный момент. И от того, в какой момент вы использовали ускорение, и зависит то, в какой момент паркур выпрыгнет, и с какой скоростью он это сделает. По ходу игры вы придрачиваетесь к этой системе и начинаете вытворять трюки, которые по ощущениям похожи на финальные полеты трилогии Рэйми. Ваши перемещения по городу это фристайл. В один момент ваши полеты по городу могут перейти в паркур по крышам с длинным прыжком, а могут превратиться в аналог местного принца Персии. А может вы резко передумали лететь на Pizza Time Quest и хотите эпично развернуться? Да и физика Паука вне полетов тоже классная. На бегу вы не можете совершать резких стрейфов, потому что Паука несет по инерции вперед. Игра как бы байтит вас на движение как можно быстрее. Анимации, которые отсылают вас к киношным позам, трюки в полете, бег по стенам и прыжки по ним же, прыжок в длину, которого нет ни в одной из будущих игр про Паука, возможно сделать мертвую петлю вокруг подъемного крана или угла здания, вращение на столбах. И все эти фишки появились впервые именно в этой игре. Есть, конечно, до чего докопаться, как, например, паутина иногда очень сильно тянет к зданию, и ты тормозишь об стену. Но в этой игре можно простить многое, потому что именно в ней появилась возможность цеплять паутину не за небо, как это было в Пауке 2000 или The Movie, а за здание.
что тогда просто срывало крышу. Да и скорее всего так было задумано изначально. Иначе почему, когда вы наиграете с часов примерно 5, вы вкачаете себе полеты до 5 скорости и начинаете быть не Человеком-пауком, а Суперменом, блять. Вы лавируете между зданиями на огромной высоте, перелетая крыши в миллиметрах от краев, крутя мертвые петли на углах зданий, пролетая несколько высоток за прыжок. И чем дальше, тем красивее и слаженнее движения у вас с пауком получаются. Сюжетные и побочные миссии очень разнообразные, хоть местами не без дрочильни, которая потом станет обязательной в Ultimate Пауке. Но даже сейчас на холодную голову могу вспомнить миссию с Мистерио, в которой он захватил статую свободы, до которой мы добирались по воздушным шарикам. После этого был босс-баттл с самой статуей свободы. Вы только прикиньте, со статуей свободы, блять! Миссию с проникновением на хату к Мистерио, где за потайным шкафом мы находим проход в его логово, а в убежище был момент с битвой с карикатурными копиями Человека-паука, вылезающими из зеркал, а также баттл с неваляшками. Помню миссию на арене, тоже, кстати, с Мистерио. Нервов моих этот квест истрепал немало. Помню задание, где мы ловили носорога в городе, битва с Шокером, гонки за черной кошкой и, конечно же, популярнейший Пицца Тайн. Задание с фотографированием от Джей Джона Джеймсона. Я уверен на 200%, что детям, которым после просмотра Человека-паука 2 в кино купили игру по фильму, игра запомнилась навсегда. Потому что второй консольный паук даже в 2019 году влюбил в себя и свой мир меня, человека, который к тому времени подостыл ко вселенной Марвел и их фильмам. Консольный второй паук вернул мне детскую любовь к костюму Рэйми и вселенной Человека-паука в целом. Мне доставлял тот факт, что в 2004 году разработчики Treyarch решили не выбрасывать сюжет самого фильма, как это было в третьей части, изредка вспоминая, что он вообще существует, а дополнить и заменить те моменты, которые в игре бы смотрелись неуместно. Например, линия с моральной импотенцией Питера. Она была заменена на сюжетную линию с черной кошкой. В фильме Питер отказывался от жизни Человека-паука в пользу личной жизни. Ведь, как я говорил в ролике о том, как я познакомился со вселенной Человека-паука, Питер жертвует собой и своей личной жизнью на благо незнакомых, а порой и очень даже знакомых ему людей. И во второй части, потеряв любимого человека, Питон бросал свое трико на вешалку и гулял по Манхэттену под... Как вы понимаете, эти сцены хоть и важны для фильма, в детской игре они смотрелись бы неуместно. И Treyarch решили ебануть сальтушку с историей из фильма, зацепились этим за потолок, из-за чего линия с моральной потенцией Питера перевернулась с ног на голову. И теперь Питер, из-за того, что МJ покинула лобби, решает бросить не жизнь Человека-паука, а жизнь Питера Паркера, чтобы сконцентрироваться на борьбе со злом в городе. За эту арку отвечает сюжетная линия с черной кошкой, с которой у Питера по сюжету игры намечается тет-а-тет. Именно такой подход к переносу сюжета из фильма в игру по этому самому фильму мне нравится куда больше, чем выбрасывание куска сюжета и замена от себятины. Да, Человек-паук 3? Мне же охуеть как интересно узнать, кто такой ваш подрывник и что ему вообще от меня надо. Нет, мне абсолютно по барабану на его проблемы и мотивацию. Я пришел бить толпы болванчиков, летать в черном костюме, слушать Vindicated и ебать Мэри Джейн с блэкджеком и веб-шутерами. Поскольку игра у нас по фильму, то и миссии должны опираться на действия, происходящие в кино. И разработчики перенесли в игру наиболее запоминающиеся моменты. Как, например, эксперимент доктора Октавиуса с тритием. Здесь представлен геймплейной миссией. Ограбление банка Октавычем, знаменитейшая сцена с поездом. Ну и, конечно же, финальный босс-баттл, которого в фильме хоть и не было, потому что Паркер знает, что конфликты разумнее решать языком, но для игры было выгоднее создать нам преграду к финалу, поэтому ничего против, собственно, не имею. Дополняют игровой мир второй части разнообразные интерьеры и локации. Ломбарды, магазины с дисками, банк, квартира Мистерио. Только взгляните, насколько здесь классно выглядит Дейли Багл. Также в меню прокачки можно купить возможность смотреть титры игры в кинотеатре. Не особо понимаю зачем, если обычно в играх по фильму разрешают использовать фрагменты оригинала, да и к тому же игра вышла через 26 дней после релиза фильма, можно было бы вставить хотя бы какие-то сцены. Но возможно по контракту разработчикам было запрещено использовать кадры из фильма, и скорее всего поэтому кат-сцены не на движке игры особой живостью не отличаются. Объяснюсь. Поскольку в игре присутствует кинотеатр, явно бы разработчики не стали возводить целое здание и скрипт под него ради 3 роликов. Скорее всего, изначально Treyarch хотели вставить в игру фрагменты из фильма, но под конец им сказали сворачиваться, и им пришлось выкручиваться, сделав вот эти вот кат-сцены, и отправить игру в релиз. В игре можно ездить на крыше поезда, бесполезная трата времени, а можно зацепиться за вертолет и любоваться красотами Манхэттена 2004 года. С его же помощью можно долететь до Статуи Свободы и обратно, потому что Питер здесь плавать, как тогда было заведено, не умеет. На этом не баг, а фича-моменте даже основаны некоторые испытания. Второй паук крайне разнообразен и скучать вообще не заставляет, чаще всего из-за прогрессии в прокачке. Где-то вливал очки опыта не только в возможность посмотреть 3 ролика в кинотеатре, но и в скорость раскачивания на паутине, приемы и длительность паучьего чутья, и другие полезные навыки. От прокачки ты всегда чувствовал, что ты продвигаешься по сюжету и игре в целом, что доставляло удовольствие. А на ПК еще и скины вносили разнообразие. Хотите костюм Гарфилда?
Держите. Хотите Холланда? Берите сразу 3. Кто-то сказал черный костюм, костюм из сериала 2008 года, Коп-паук или все-таки Железный паук? А может даже Железный человек? Есть даже подобие ремастера, где фанаты добавили освеженных текстурок. А что вы скажете насчет зимнего ретекстура? По поводу графики в целом, можно сказать только то, что без ретекстуров и прочих прелестей игра выглядит блекло, тускло и мыльно на момент 2020 года. Но. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Есть как минимум... Неудобство — это настройка эмулятора. Перед игрой тебе обязательно надо пересмотреть гайд по настройке, внося свои коррективы. Но эта процедура проводится ровно один раз и не потревожит вас вплоть до переустановки эмулятора. Боевка в игре то ли сложная, то ли корявая, то ли я не разобрался. Паука не магнитит к соперникам, как это будет позже сделано в Пауке 2018 или Эмейзингах. Тут ты сам подбегаешь, целишься. А если противник в воздухе, то, братан, давай удачи. Но приемы это просто ахуй во всех смыслах. Учитывайте год выхода. Как насчет взять дурачка с собой в полет и дав бомбу убить его об землю, падением с высоты птичьего полета? Как они до этого додумались? Экспериментировать с боевкой хочется, челлендж присутствует. А что еще надо для интересного времяпрепровождения? Да, правильно, запоминающийся саундтрек. Так и здесь вы обратились по адресу. Темы открытого мира останутся в вашей голове надолго. А саундтрек заданий с черной кошкой отдает суперсемейкой и одновременно шпионскими боевиками. Главная тема игры — это вообще отдельный разговор. Я даже сейчас, когда слышу ее мотивы, мое тело покрывается мурашками от осознания, что сейчас меня ожидает что-то интересное. Этот интерес переходит в героические мотивы. А затем отдает ощущением чего-то масштабного впереди. Да чего говорить, если легендарный и мемный Pizza Time пришел прямиком из этой игры. Но сейчас, я думаю, вам интересно услышать мнение человека, чуть более прошаренного в играх о Человеке-пауке, чем я. Передаю микрофон Вестлу. Привет, зрители Егора, меня зовут Вестл. Вы меня можете знать по обзорам, мнениям, новостям об играх про Человека-паука, а также по мультсериалам. Сегодня меня Егор позвал на некий диалог о игре Человек-паук 2 на PlayStation 2. Ты подготовил мне некоторые вопросы, правильно? Да-да. На которые я с удовольствием отвечу, потому что я в эту игру не играл в детстве, я не был с ней знаком. Я так, может, лет 5 назад запустил ее на PlayStation 2, полетал на паутине, а потом ее продал. Поэтому полноценно ознакомился с этой игрой я вот сейчас, в 21 год. Ну слушай, вот подойдем к тому издалека. Как ты вообще сначала познакомился с медиа про Человека-паука? Я познакомился вообще с Человеком-пауком благодаря дедушке своему. То есть, как и все, наверное, дети 2000-х, у меня была кассета. Был Человек-паук 1, потом мы купили Человек-паук 2. Я очень полюбил эти фильмы, особенно первую часть. Мне почему-то в детстве больше первая вкатывала. Наверное, потому что во второй паук терял силы и всякое такое, да и более взрослая она. И первая игра, в которую я поиграл, по-моему, это был Человек-паук The Movie. Но в детстве, вот именно вот в те года, мне тогда было лет 5-6, было сложно проходить эту игру, поскольку там и управление сложное, да, боссы довольно сложные. Вот убийца дяди Бена, он вообще просто мозг сносил, потому что очень сложная вещь, особенно когда у тебя русская версия, и на время битвы с ним у тебя полностью пропадает экран, то есть он полностью черный, и это очень сложно. Вот, далее я, по-моему, поиграл в 2000, мне друг в садике дал ее в обмен на... нет, ошибся я. Я ему дал Паука, а он мне серию Сэма. А дедушка мне купил сборник игр про Человека-паука, там был The Movie, там был второй на ПК, и 2000. 2000 вылетал на драке со Скорпионом, и поэтому я тоже его прошел только позже. Уже первый раз я прошел его ближе уже к
к сейчасшнему моему возрасту. А вот Паук 2 на ПК, в него я, наверное, в детстве больше всего наиграл наравне с The Movie. Потому что, он легкий для детей. И там можно было пособирать паучков, можно было походить по городу потом после прохождения игры, поэтому это было приятно. Ну, давай недалеко отходя от темы, секунду прям. Вот как ты относишься сейчас ко второму ПК-шному Пауку? То есть вот в 21 год. Нормально. Я же обзор делал недавно. Нормально отношусь. Сказать то, что я хочу, чтобы эта игра не существовала, чтобы на ПК была версия PS2, я не могу, поскольку это большая часть моей жизни, я в нее играл много. Но, однако, сказать, знаешь, что она противная, что вы не можете от нее удовольствие получить, я не могу. То есть я даже сейчас, если в нее сажусь играть, знаешь, это принцип настолько плохо, что хорошо. И даже, вот в этих паутинках на небе, в этих дурацких ползаниях по стенам, там, да, где он вообще... В них что-то есть. Просто телепортируется, да, в них что-то есть. Что-то есть в бластерах вместо пушек нормальных, да, то есть которые эти вот энергии стреляют какой-то, а не пулями. В этом что-то есть, что-то свое. К тому же я вот отлично помню воспоминания, там моя тоже русская версия, она немножко глюкнутая была, и когда ты запускал игру, вот именно главное меню, тебя сначала почему-то загружала в какую-то просто темную локацию, просто темная локация, и ты по ней ходишь. То есть она бесконечная, просто темно, и при таком освещении, где просто все темно, у Паука был черный костюм, то есть, вот как симбиота костюм. И вот как раз-таки тогда, был хайп на третьего Паука, я помню, и я прям кайфовал от этого. Бегал по черной комнате, воображаешь, что ты в третьем Пауке? Ну, конечно. Воображаешь, что ты, в принципе, в черном костюме, потому что черный костюм — это очень круто. Тогда еще третьего Паука не было, но был Паук 94 года, который я успешно смотрел. У меня была на диске серия с Веномом, как раз-таки вот эта арка. Поэтому это было очень приятно. Что касается других версий, я PSP прошел недавно на эмуляторе. Это крутая игра. Крутая почему? Потому что это вроде бы такой, знаешь, порт на отвали. То есть, нате вам вот обедок на PSP, но и в то же время он там берет элементы из 2000, из The Movie, там те же самые локации, те же самые там управления, всякое такое, но она чем-то даже лучше, чем The Movie, то есть там больше комбо, какие-то уникальные есть. Есть уникальные локации совершенно. Потом, допустим, драка с Мистерио в PSP-версии мне нравится даже больше, чем в версии на PlayStation 2. То есть PSP-версия тоже обязательно к ознакомлению. Это must-have для людей, которые просто любят эти игры. Если у вас есть PSP, или же есть там Android, какое-то устройство, да, вы можете спокойно скачать себе ее на телефон и проходить с большим удовольствием. Причем, еще знаешь, что меня поразило тогда? Что? Поразило то, что катсцены хоть немножко и берутся из версии PS2, там есть и уникальные катсцены. То есть, и кстати, в Пауке на ПК тоже. То есть, хоть игры и другие порты вообще не такие, как на PS2, они все равно по-своему интересные. То есть каждая из них, она разная. Вот я, знаешь, вот неприятно было бы проходить каждую версию, если они все были бы одинаковые. А по факту они все разные. То есть на ПК есть Puma, да? А вот, по-моему, в других версиях ее нет, насколько я помню. Что касается PSP-версии, там много вещей, которых вот нет в одной из версий. И потом, в итоге, у тебя, когда ты все версии прошел, все складывается в одну такую вот версию Человек-паук 2. То есть, на самом деле, это Человек-паук 3 в одном. Spider-Verse второго Паука? Да, но это круто. То есть каждую из игр стоит пройти. А прикинь, вот если у тебя есть, допустим, прикинь, что ты в 2004 году живешь, да? У тебя есть и PSP, у тебя есть и комп, и у тебя есть PlayStation 2. Ты такой пошел поиграл на PlayStation 2. И ты фанат Паутиныча, ты пришел с фильма, у тебя есть 3 версии игры. Да. То есть ты там пошел в туалет, поиграл в PSP, пошел там делать уроки, в это время играешь в Паука, пока родители не палят, да? А когда разрешили поиграть, ты играешь на PS2, и у тебя вообще полный балдеж. Поэтому да. Как много ты наиграл во второго консольного Паука Рэйми, и какое у тебя вообще сложилось впечатление во время прохождения, и, собственно, после? Смотри, я наиграл в него... Я прошел сюжетку, и, может, еще там часов 5 поиграл просто. Сейчас я, бывает, в него прохожу его на 100%, как я и обещал. То есть, в общем, я там сыграл, не знаю, часов 12-13. Немного. Не все еще открыл. По сути, ты, понял, что это за игра уже. То есть, они впечатления составляют очень быстро. Впечатления сложились сначала, она кажется топорной из-за того, что немножко устаревшая, на мой взгляд. Там потом вещи, допустим, которые крутые,
изначально тебе кажется, что они слишком усложняют все. Допустим, там те же полеты, да, когда там паука там отбрасывает влево-вправо, там, когда ты летишь. Ну, к зданию сильно тянет. Да, или он там об здание бьется, или же о землю. Но потом к этому привыкаешь, и действительно ты чувствуешь себя пауком, прям контролируешь полет. Такого нет в Моралесе, допустим, и в Пауке 18, но там есть свои фишки. Поэтому, когда говорят, что лучшие полеты вот во втором и в третьем, да, ну, они лучшие по-своему, но они точно не прям совсем лучше, чем в Моралесе. Ты прям цитируешь ролик, который выйдет у меня. Я тебе отвечаю. Да? Ну, я считаю, что люди заблуждаются, когда говорят, что это прям самые идеальные полеты. Они просто вот идеальные были вот в то время. То есть это вот игра, которая, ну, характеризует свое время. Сейчас все делается акцент больше на анимации, на всякие там фишки красивые, всякое такое. Однако в Моралесе тоже их полно. Просто люди этого не замечают. Допустим, ну там, да, нельзя удариться о землю, но, допустим, когда ты бежишь по зданию и зажимаешь на кружочек, паук обогнет здание там со своей анимацией. То есть, ну, есть свои детали, не будем в это углубляться. А насчет сюжета, мне понравилось то, что он самобытен, но и в то же время как бы повторяет фильм. Плюс сами вот драки, сами злодеи, их вроде бы немного, да? Там вроде бы Мистерио, тут Осьминог, Рина и Шокер, да. То есть, по факту, всего 4 злодея. То есть, обычно, ну, больше, да, в играх про Человека-паука гораздо. Но, то есть, здесь, во-первых, драки происходят в несколько этапов. Во-вторых, есть там предыстория Мистерио, которая вообще шикарная, на мой взгляд. Есть и юмор, допустим, как финальная драка с Мистерио, да. То есть, по факту, проходить сюжет, ну, то есть, знаешь, вот в Пауке, допустим, в Амейзинге, во втором, мне бывало хотелось скипнуть. Вот когда второй раз проходишь Амейзинга, уже хочется скипнуть, потому что, ну, по факту, ну так. То есть после прохождения Amazing, то есть второй раз его проходишь, я скипал все катсцены и бросал его 2 раза на середине. То есть, ну прям вот вообще неохота его больше проходить. Там нет именно ни уникального игрового опыта, ни уникальных игровых ситуаций, которые бы я нигде не видел. Просто... Вот. А второй Паук, согласен с тобой, он этим обладает. То есть эту игру хочется проходить, потому что в ней все равномерно, знаешь. Вот знаешь, как вот GTA San Andreas, допустим. Вот в ней все равномерно. То есть и графика, и сюжет, и все. То есть прям вот все. Или, ну, это любой игры Rockstar касается. Моя вторая любовь, главная после Паука, это что? Это Булли. Если ты смотрел мои начальные ролики, поиграй. Короче, впечатления прекрасные, игра отличная. Второй раз бы точно перепрошел. Учитывая ее механики, в итоге, когда ты уже прокачал Паука, я думаю, ты это сам заметил, он волшебный. То есть он такие пируэты исполняет, там можно много чего делать. Что ты думаешь насчет будущего игры по лицензии вообще? Ведь даже сейчас изредка выходят либо мобильные игры, приуроченные к выходу фильма, либо простенькие игры наподобие того, что сделали к сиквелу перезапуска Джуманджи. То есть, есть ли вообще у игр по лицензии будущее, и могут ли они стать great again? Игры по лицензии — это зачастую круто. То есть, ну тот же Паук 2 крутой, но большинство игр по лицензии не круто. Ну, лично я большую часть своего детства, да, играл в игры по лицензии. Это Мадагаскар, Суперсемейка, Человек-паук, там Бэтмен, да, там был. Был. Большинство игр, они были по лицензии. Это было круто, потому что ты посмотрел Мадагаскар, запускаешь Мадагаскар, играешь за Алекса, за Марти, там, за все такое. Это как бы дает тебе некое погружение, да? Однако почему так было? Вообще почему? На мой взгляд. Кстати, хороший вопрос. Потому что раньше игры не позволяли делать что-то прям совершенно самобытное, да? То есть всегда игру привязывали к выходу фильма, да, потому что ты уже посмотрел фильм, и, в принципе, когда ты запускаешь игру, ты уже знаком с персонажами. Тебе прям не нужно их глубоко как бы раскрывать. Ты можешь там чуть-чуть сюжет там получать, там основные моменты. Но тебе не нужно прям глубоко его чувствовать. А что касается сейчасшних игр, да, то есть Паук PS4 — это полноценное произведение, которое не требует никакого бэкграунда за собой, как фильм. То есть, возможно, игра про Тома Холланда была бы крутой, но лично я считаю, что касается вот таких франшиз, как Человек-паук, да, там Бэтмен и всякое такое, как бы отхождение от игр по лицензии пошло только в плюс. То есть, это отличная серия Бэтмен Арkham, да, это Человек-паук Майлз и PS4. Мне кажется, это лучше, чем игры по лицензии. Что касается Мадагаскара, Суперсемеек и всякого такого, они тоже должны быть, на мой взгляд. То есть, что касается мультиков, это тоже должно быть. Но таким вот проектом, как Человек-паук и Бэтмен,
не стоит по лицензии уже делать вообще. То есть я не жду игру по лицензии про Человека-паука больше. Я ее не хочу. Я хочу продолжение Паука на PS4. Даже если представить, что вышла бы игра по лицензии про Человека-паука Тома Холланда, то что бы там было, допустим, в игре по возвращению домой? Ничего. Вот именно. То есть, и если бы они бы не сделали нормальные полеты, скорее всего, потому что, ну, кто будет выделять в 2020 году денег на разработку игры по возвращению домой, где большинство сцен — это, по сути, диалоги между персонажами. Ну, они сделали все по-умному. То есть добавили костюм Холланда, то есть это костюм Магуайра, костюм Гарфилда, то есть ты можешь взять, там, через вселенные, да, ты можешь взять, включить этот костюм, и по факту это все, что тебе нужно от игры по лицензии. Внешний вид. Я сомневаюсь, что кто-то ради сюжета это делает. Ну, по крайней мере, с Человеком-пауком, да? Ну вот, допустим, выходила игра «Тачки». Вот почему я играл в эту игру «Тачки»? Потому что я люблю мультик «Тачки». Не потому что мне нравятся гонки, а потому что мне нравятся вот именно тачки. Обычную гонку я, может, не так хочу в нее играть, как именно в гонку про тачки. А Человек-паук, про него можно сделать игру вне фильма. Вот в чем суть. То есть вот такая мораль. Если можно сделать проект про этого же персонажа, про эту же вселенную без лицензии, как, допустим, Мстители, да, или Человек-паук, это отлично. Если нельзя, то игры по лицензии — это лайк, подписка и все дела. Ну, я не был бы собой, если бы не спросил, что думаешь о полетах Паука 2018 года? Стоило ли вообще переходить к киношности в угоду большего контроля над игроком? Да, безусловно. Это отражение времени, как я уже и говорил, и, ну, она глубже, чем вам кажется, поверьте. То есть, понимаешь, я смотрел многие видео на эту тему, и даже комментарии ко мне под моим видео писали насчет того, что вот, мол, в Пауке на PS4 ты летишь, и нельзя, типа, на паутине зафиксировать, ну, как бы, остаться на ней висеть. То есть Человек-паук всегда летит. Нет, можно. Просто нужно по-особенному это сделать. То есть люди не вникали в это глубоко, и не, ну, как бы... то есть люди очень глубоко вникали, допустим, в PS2, но также глубоко они не захотели вникать в PS4, потому что они отличаются. Подход отличается. Проработка такая же, но она немножко в другом именно аспекте полетов. Короче, что сказать? Спасибо большое, что уделил время. Уверен, мужики оценили. Мужики точно оценят. Спасибо, что позвал, Теклор. Было приятно пообщаться. И вообще, топи за идею. Не останавливайся. Паук — это такое комьюнити, которое постоянно пополняется новыми людьми, которые по-своему раскрывают этого персонажа. Все мы являемся одной большой частью этого, как бы, вселенной, да, паучьей. И каждый из нас, ну, кто делает про это видео, он дает кусочек себя, он раскрывает этого персонажа по-новому, позволяет большему числу человек также фанатеть, как мы. Но не забывайте то, что если вас укусит паук, то вы, скорее всего, умрете. То есть не надо... Хотя нельзя такое, наверное, говорить. Короче, все ты понял. Давай. Если вам интересно посмотреть полноценный обзор консольного второго Паука Рэйми от Весла, то переходите по ссылочке в описании или по подсказке в конце видео. Консольный второй Паук — это игра, сделанная с любовью для фанатов. Я с большим удовольствием вернусь в нее еще не один раз. Более теплого мирка в играх про Человека-паука, наполненного интересными событиями и таинственной атмосферой, я не встречал ни в одной последующей игре про Человека-паука. Тут, конечно, рядом может стоять только Паук PS4. Манхэттен хоть и представляет из себя большинство домов-коробок, но атмосфера города из фильмов Рэйми присутствует в полной мере. Чего я, кстати, не могу сказать о атмосфере второго фильма. Ее в игре нет. Нет того настроя фильма Рэйми, который прекрасно передает песня. Raindrops keep falling on my head. Сколько бы я тут вам не рассказывал про геймплей, сюжет, атмосферу и прочий секс, но в игру, возможно, сейчас очень удивитесь, но надо играть. И как второй Паук чувствует себя во время того, как ты проводишь в нем время? Чувствует он себя прекрасно. Мне до сих пор нравится заходить в игру, летать по городу, понимая, что если я вот сейчас коснусь земли и не зацеплюсь вовремя, то я просто разобьюсь и отправлюсь на рестарт. Мне нравится выполнять вот эти простенькие трюки и бесконечно прыгать с Empire State Building. Я люблю эту игру и буду приводить ее в пример до тех пор, пока не выйдет игра про Человека-паука, где я буду так же кайфовать от геймплея и атмосферы, как здесь. А как вы понимаете, пока что у игры про Человека-паука с кросс-платформой небольшие проблемы. Именно поэтому мне остается довольствоваться тем, что есть на ПК. Огромнейшую благодарность за помощь в создании такого масштабного по моим меркам ролика я хочу выразить Сергею с канала Vestal за то, что он вписался в мою авантюру, даже не зная, что получится в итоге, а также Борису с канала MCDMC за помощь в создании видео. Ссылку на канал Vestal, где он публикует разборы мультсериалов и обзоры игр, а также тематические ролики, вы можете найти в описании. Думаю, вы и без меня знали, кто такой Vestal.
А также ссылку на канал Бориса, где он публикует саундтрек из игр, а также его Twitch, где мы смотрим фильмы, играем, общаемся в чате, находится в описании. А вот сейчас, кроме шуток, мне действительно хочется как-то отблагодарить ребят. Если не трудно, то пройдите и подпишитесь на них. И если интересно, оцените их творчество, вы не разочаруетесь. С вами был, как обычно, Великий Деклар. и высказывал свое мнение. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, где я регулярно буду вбрасывать инсайды по поводу видео. Там уже лежит первая вариация превью для этого ролика. А также не забудь написать комментарий со своим отношением ко второму консольному пауку по фильму Рэйми. Спасибо за внимание и до скорых встреч. А, ну да, миссия с поездом в игре говно. Так, третий паук есть, второй консольный и ПК-шный есть, остался только The Movie.